Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. The Binding of Isaac Rebirth исполнилось 10 лет. По этому случаю создатель игры Эдмунд Макмиллан объявил, что рогалик получит обновление с онлайн-кооперативом уже через пару недель. Группа при кооперативном прохождении по сети совмещает до 4 пользователей. Наконец, игра, где можно плакать вместе с друзьями. Обновление увидит свет 18 ноября. Судя по всему, свежая фича посетит только ПК. Упоминаний других платформ в сообщениях геймдизайнера нет. Онлайн-кооператив будет доступен только владельцам дополнения The Binding of Isaac Repentance. Одновременно с выходом добавки появится и крупный патч, который сулит значительные изменения баланса. Как пояснил Макмиллан, в апдейте сосредоточится на усилении предметов, которые не пользуются популярностью у геймеров. Кроме того, Макмиллан обнародовал ворох концептов и других изображений по игре. Тем временем The Binding of Isaac Rebirth и все ее дополнения получили скидки в Steam. Акция еще идет и продлится где-то неделю. Прошло 3,5 года с момента выхода Resident Evil Village, но разработчики из Capcom не спешат с анонсом следующей части. Понятно, что лучше ремейков поделать, но вообще-то хотелось бы подробностей. И не только нам, а видимо многим в сети, потому что там то и дело появляется информация о Resident Evil 9. Вот на этот раз ей поделился блогер Biohazard Declassified со ссылкой на свои источники в Capcom, где пару месяцев назад якобы проходило закрытое тестирование новой игры. В прошлом этот же блогер раскрыл достоверные сведения о Resident Evil Village, так что у него есть определенный кредит доверия. И все же информация неофициальная, поэтому верим, но не сильно, по слухам все, так сказать. События Resident Evil 9 стартуют спустя 4 года с момента окончания основной кампании Resident Evil Village, а не дополнения Shadow of Rose. Главными героями станут Леон Кеннеди и Джилл Валентайн. В игре также появятся Крис Редфилд и Барри Бёртон в роли дружеских персонажей, общающихся с протагонистами по рации. В синопсисе упоминается и дочь Итана Уинтерса, за которой пристально следит Крис. Естественно, информацию про одежду Джилл, вдруг вам интересно, она одета в более практичную форму, как в дополнении Lost in Nightmares для Resident Evil 5. А дизайн Леона, это инфа для нашей второй половинки зрителей, хотя и первую не осуждаю, взят прямиком из полнометражного фильма Resident Evil Damnation. Теперь подробнее про завязку. Леон и Джилл отправляются на остров с целью расследования деятельности компании, создавшей Эвелину, главного антагониста Resident Evil 7 Biohazard. Эта компания начала массовое производство клонов Эвелины при помощи мегамицелия, посланного Мирандой из Resident Evil Village. За время миссии оба героя заразятся мегамицелием и будут слышать голос Эвелины. Напишите в комментах, от давно в Resident Evil вселенная Marvel, я, видимо, как-то выпал. Главного антагониста зовут Мистер Саймон. Это совершенно новый персонаж, который руководит массовым производством биологического оружия на острове. У него темное прошлое, и, как большинство злодеев в современном медиа, он страдает от полученной в детстве психологической травмы. Чуть больше подробностей у нас на сайте, в заметке, но это все основные моменты. Ежегодно 7 ноября разработчики из BioWare отмечают так называемый День N7, посвященный франшизе Mass Effect. Последние несколько лет они публиковали небольшие материалы по следующей части серии, вроде постеров и анимационных тизеров. Похоже, в этом году День N7 пройдет вообще без сюрпризов, о чем сообщили сами сотрудники студии. Причиной тому служит релиз Dragon Age The Veilguard, подготовка которого отняла у разработчиков все имеющееся время. Звучит так, что из-за этого они даже постер не смогли нарисовать. Теперь, когда Dragon Age The Veilguard добралась до релиза, студия сосредоточит свое внимание на разработке следующей Mass Effect, потому что, напомню, дополнения для новой Dragon Age не планируется. Компания Warhorse Studio провела первый стрим своей грядущей игры Kingdom Come Deliverance 2. Зрителям показали насыщенный побочный квест и ответили на некоторые вопросы из чата. Держал в руках геймпад Sir Toby, также известный как пиар-менеджер Тобиас Штольц-Цвиллинг. Он сразу поспешил пресечь слухи и домыслы, которые то и дело появлялись в сети касательно DRM-защиты сиквела. В КЦД 2 не будет защиты Денува или какой-либо другой. Возрадуйтесь, пока бояре. Разработчики вполне осознанно идут на этот шаг и верят в добросовестность фанат. Пишите, добросовестные фанаты, интересно, сколько нас? Разработчики также уделили внимание объяснению внешнего вида улиц Коттенберга. Его современное название Кутна-Гора. Или гора, я не силен в чешском, честно говоря. Чешский город восстановлен после тщательного изучения исторических источников. У некоторых могут возникнуть вопросы к разномастной архитектуре, обилию разных цветов кирпича и в целом к более богатому убранству, чем типичные серые средневековые города. В
Horse Studio заверили, что в этом аспекте ничего не добавляли от себя. Именно так выглядели дома в ту эпоху. Отсутствие защиты — не единственная новость, которую озвучили на стриме. Там было и многое про игру. Слишком многое, так что заинтересованные могут перейти, как всегда, по ссылке и прочитать выдержку с трансляции. Там много-много интересного для тех, кто ждет игру. Ubisoft делает большую ставку на Assassin's Creed Shadows. Вице-президент компании и исполнительный продюсер серии Марк Алексис КТ рассказал журналистам, что игроков ждет начало новой большой сюжетной ветки в современности на уровне Дезмонда. Заменой ему в свое время стала Лейла Хасан, но после Black Flag тамплиеры и ассасины просто гонялись за МакГаффинами, что стало предсказуемым, и в глазах игроков современная сюжетная линия стала побочной. Assassin's Creed Shadows, как ожидается, вернет франшизе прежний баланс между прошлым и настоящим. КТ добавил: «Наша цель — вновь сделать историю центром внимания игроков. Современная линия будет дополнять исторический сюжет, а не затмевать его». Конец цитаты. В Assassin's Creed Shadows заложат основу для дальнейшего развития этой сюжетной линии, которая, по словам КТ, продолжит развиваться в будущих играх серии. Перевожу с пиар-менеджерского на русский. Мы вам тизернем какой-нибудь большой-большой сюжет, а потом игра закончится, ждите продолжения. Очень-очень спасибо большое. Да. Спасибо. А наш сайт не разбрасывается тизерами, он развивается каждый день полноценно. Контент там появляется, в смысле. Сегодня предлагаю вам прочитать статью Кирилла Волошина про хорошие игры, которые вы могли пропустить в октябре. Обязательно изучите, там вообще всегда много интересного. Не забудьте про лайк и хорошей вам среды. Пока!